18 октября состоялась премьера фильма «Голубая пещера» с Керемом Бюрсином и Деврем Özkan в главных ролях. Фильм вышел на цифровой платформе Amazon Prime. «Голубая пещера» занимает 3-е место в мировом рейтинге платформы и входит в десятку самых просматриваемых фильмов в 50 странах. Это при том, что скоро состоится премьера фильма в еще нескольких странах. В эти дни Керем очень загружен продвижением своего нового проекта. По этой причине актер дал множество интервью, где в том числе впервые признался, что влюблен и очень счастлив. Турецкие СМИ успели даже найти возлюбленную Керема. Мы собрали для вас самые интересные моменты из разных интервью актера, а в конце видео покажем и расскажем о новой возлюбленной Керема. Вопрос журналиста. Как вам пришла в голову идея написать такой фильм? Керем. На самом деле сценарий этого фильма был написан случайно. У меня и в мыслях не было написать фильм про любовь. Мне тогда предложили сняться в романтическом фильме, и я подумал, что у нас в стране неправильное представление о любви. Почему-то все пытаются представить любовь и отношения только в позитивном ключе. Мне настолько не понравился предложенный сценарий, что я захотел написать свое видение любви. Я лег на пол, взял гитару в руки, и мне пришла в голову эта идея. После того, как я озвучил это своему другу и сценаристу Осману Кая, мы написали первоначальный сценарий за 5 дней и отправили платформе Amazon. Они дали согласие, но из-за моего графика 2 года не удавалось снять этот фильм. Журналист. Сразу хочется задать тебе вопрос после просмотра фильма. Есть ли у тебя интерес к духовной стороне жизни? Возможно, ты сам прошел через какое-то внутреннее путешествие. Есть ли что-то подобное за этим? Керем. Конечно, да, было такое. На самом деле ведь вся суть в том, чтобы я привнес в историю что-то свое. Запрос заключается в том, чтобы именно Керем снялся в романтическом фильме. Я тоже снимал много классических проектов про любовь, поэтому хотелось написать что-то необычное. Я люблю термин «уникальное торговое предложение». Но если говорить именно о том, что я взял из своей жизни, то это маленькие нюансы. В основном это связано с мамой, с моей первой собакой и так далее. Меня многое вдохновляло при написании сценария. Журналист. Задаю этот вопрос, исходя из фильма. А какой ты задаешь вопрос в первую очередь, когда завязываются отношения? Керем. Я задаю много вопросов, но в большинстве случаев это вопрос «мне остаться или уйти?». Это нужно, чтобы понять, будем ли мы на одной волне или нет. Журналист. Ты простил бы измену? Допустим, если изменщик говорит, что человек нуждался в нем. Керем. Нет. Я переехал в Турцию 13 лет назад. И меня больше всего удивило, что в Турции так нормализуют измену в отношениях. Особенно, когда говорят, что это не измена, мы просто общаемся. И самое забавное, что ни в одном проекте не затрагивается эта серая зона. Либо происходит физическая измена, или вообще ничего. Журналист. 3 темы, которые необходимо обсудить при первой же встрече. Керем. Мне очень важно понять этические ценности человека. Также важно отношения с семьей. Главное, чтобы совпадали наши ценности в жизни. Журналист. Можешь ли дружить со своими бывшими девушками? Керем. Да, но это зависит от человека. Не все одинаковые, но я на 100% готов к этому. Журналист. Если бы вы хотели рассказать о своей личной жизни тому, кто вас не знает, как бы вы ее описали? Керем. Я очень счастлив. Журналист. Как получилось, что вы с Деврим стали партнерами? Керем. Я с самого начала хотел, чтобы именно Деврим сыграла эту роль. Я уже следил за Деврим, камера ее очень сильно любит. Но главное, что ощущается в ней, это то, что она полностью отдается процессу. Она в моменте и обладает способностью показывать потрясающую игру. На тот момент Деврим играла в одном сериале,
и из-за графика не получалось ее подключить к фильму. Однако все так сложилось, что ее сериал закрылся, и мы сразу с ней связались. Деврим подошла к проекту очень подготовленной, в том смысле, что она, прочитав сценарий, сразу установила связь с Аларой, сопереживала ей, и это было видно. В такой ситуации ты начинаешь доверять партнеру. Да, между Деврим и Керемом не было никаких романтических чувств, но Деврим умела сопереживать Аларе, а значит поняла, почему Алара так сильно любит Джема. Погружаясь в этот образ, она смогла сыграть свою роль на профессиональном уровне. Мы с Деврим решили поехать на съемки в Каш на машине. От Стамбула до Каша примерно 10 часов езды на автомобиле, и это довольно трудная дорога. Мы подумали, окей, давай поедем вместе, узнаем друг друга поближе, поработаем над нашими персонажами. И все это время в машине были только мы вдвоем. Мы задавали друг другу вопросы, обсуждали персонажей, и все прошло великолепно. После этого мы сказали себе, хорошо, мы будем ездить так каждый день на съемочную площадку. Это сделало работу особенно интересной, потому что фильм сам по себе немного про путешествие, и наши подготовки с Деврим также часто проходили в машине. Журналист, как ты думаешь, какой самый изящный способ завершить отношения? Керем, у меня как-то был очень красивый разрыв отношений. У нас есть системные установки. Если отношения заканчиваются, то значит это плохо. А начало – это что-то хорошее. Но это не так, и, по-моему, важно это объяснить. В конце концов, ты делишься чем-то с человеком. Да, что-то может закончиться, и это абсолютно нормально, потому что мы – развивающиеся существа. По мере нашего развития меняются наши взгляды, меняемся мы сами, и люди могут разойтись. Но это не значит, что кто-то из них плохой. Поэтому мы, не буду называть имен, решили красиво завершить наши отношения. Пошли в наш любимый ресторан, подняли бокалы, вспомнили лучшие моменты, а потом пожелали друг другу удачи. Твоя жизнь продолжится, моя жизнь продолжится, потому что между нами что-то было, и жаль, если все это просто сотрется. Я всегда думаю, разве не обидно, что все, чем ты поделился с человеком, обесценится из-за того, что это заканчивается? Это несправедливо по отношению ко времени, а ведь оно – единственное, что у нас есть. Журналист, хочешь ли ты ребенка? Керем, раньше очень хотел. Сейчас тоже хочу, но я всегда хотел быть молодым отцом. Но я уже не молод, поэтому постоянно считаю в голове, сколько лет мне будет, когда родится ребенок. Когда я об этом думаю, то теряюсь и понимаю, что это очень сложно. Но я очень люблю детей. Журналист, что для тебя любовь? Веришь ли ты в любовь с первого взгляда? Керем, если бы меня спросили, как бы ты хотел познакомиться с любовью всей твоей жизни, то я бы ответил – любовь с первого взгляда. Понять с первого взгляда, что это тот самый человек, чтобы она понимала тебя с полуслова. Если такое происходит с тобой, то тебе сильно повезло. Я всю жизнь мечтал о любви с первого взгляда. Мне кажется, что это нечто прекрасное увидеть человека и сказать «все, это мое». Поэтому, написав сценарий, я решил первым делом добавить это. Журналист, с вами такое случалось? Вы испытывали любовь своей мечты? Керем, да, я очень счастлив в этом смысле. Журналист, Керем, а в вашей жизни есть кто-нибудь или ваше сердце свободно? Керем, есть. Мое сердце переполнено. Мое сердце переполнено счастьем в самой прекрасной его форме. Журналист, ничего себе. Мы-то не в курсе. Сколько времени? Керем, некоторое время. Этой информации достаточно. Журналист, мы знакомы с ней? Керем, не знаю. Мне кажется, что это скоро всплывет, но я очень счастлив. Журналист, а как начались отношения? Керем, прекрасно начались. Мы стараемся держать это в секрете до определенного момента. Но я очень счастлив. Мы очень счастливы. Я уверен, что вы скоро узнаете все. Перейдем теперь к самому интересному. Выяснилось, что красивый актер уже 2 месяца встречается с Мелиссой Тапан Сабанже.
внучкой миллиардера Сакипа Сабанджи. Ожидается, что Керем вскоре раскроет личность своей возлюбленной и расскажет о своих отношениях. Пара познакомилась в мае этого года на закрытой вечеринке известного фотографа Мерта Аласа. Мелисса Тапан – одна из представителей третьего поколения семьи Сабанджи, играющей активную роль в мире бизнеса и социального предпринимательства. Мелисса родилась 13 января 1993 года. Начала свое образование в области международного бизнеса и психологии в Ричмондском университете в Лондоне, а затем получила степень магистра экономического и политического развития в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Мелисса Тапан участвует в проектах фонда Сабанджи и музея Сакипа Сабанджи, а также способствует устойчивому развитию в мире искусства. В то же время Мелисса принимает активное участие в проектах социальной ответственности, в том числе связанных с экологией. В этом плане их связывает много общего с Керемом. Как вам новая пара Керема и Мелиссы? Пишите в комментариях свое мнение. Спасибо за просмотр.